Привет! Сегодня мы поговорим об одной из, пожалуй, важнейших технологий, что защищают наши с вами цифровые миры. Но, знаете, сделаем это не скучно, через сказку. Так что давайте погрузимся в историю о рыцаре, драконе и одном могущественном волшебнике. Так мы и разберемся, что же это за зверь такой — Керберос. Давайте представим такую ситуацию. Нужно попасть в замок, а по дороге, полно разбойников. Если просто крикнуть пароль стражнику, то его, конечно же, тут же услышат все, кому не лень. И вот вопрос, как доказать, что мы — это мы, и при этом сохранить свой главный секрет, свой пароль в полной тайне? Вот именно эту, казалось бы, неразрешимую задачку и решает наш трехголовый хранитель. Итак, наша история разворачивается в волшебном королевстве Сети. Наш главный герой — отважный рыцарь, сэр Седрик, а цель у него благая — попасть в пещеру мудрого дракона по имени Сервус, чтобы получить доступ к древним свиткам знаний. Но, как и в любой хорошей сказке, путь туда ой какой непростой. Лес, через который нужно пройти Седрику, просто кишит опасностями. Там повсюду прячутся разбойники-хакеры, которые только и ждут, чтобы подслушать чужой секрет. Сказать пароль вслух — это все равно, что отдать ключ от замка первому встречному. Нужен был план. План похитрее. И этот хитроумный план начинается с визита в главный замок королевства. К тому единственному, кому доверяют абсолютно все. Давайте посмотрим, как это работает. И вот сэр Седрик отправляется к могущественному волшебнику по имени Кедяк. Этот волшебник — ключевая фигура во всем королевстве. Он знает секреты каждого жителя и служит, так сказать, гарантом доверия. В нашем техническом мире его бы назвали центром распределения ключей. Когда Седрик шепчет свой пароль волшебнику, тот его не просто запоминает. О нет! Кедах превращает этот пароль в нечто гораздо более мощное, в несокрушимый магический щит. Это и есть ключ шифрования АЭС, или, как красиво говорит волшебник, математическая броня, которую пробить невозможно. И вот ловим первый технический термин. Вот это действие Седрика, когда он доверяет свой секрет волшебнику, в мире Керберос так и называется — запрос на аутентификацию, или сокращенно ASREQ. Так система проверяет, что Седрик — это действительно Седрик. А в ответ волшебник не дает Седрику пропуск прямиком к дракону. Нет, он вручает ему нечто куда более ценное — золотой конверт. Это, по сути, его главный пропуск на весь день, неопровержимое доказательство того, что его личность подтверждена. Технически эта штука называется TGT, или билет, дающий право на получение билетов. Самое интересное в этом золотом конверте — это то, что он запечатан очень мощной магией. Печать с названием KBTGT — это главный секрет самого волшебника. Только он один может создавать и, что важнее, проверять эту печать. А это значит, что подделать такой конверт просто невозможно. Но прежде чем отпустить нашего рыцаря, волшебник дает ему одно очень важное и строгое наставление. И касается оно не магии, а времени. Волшебник строго-настрого предупреждает: в нашем королевстве время — это замок на двери. Все часы должны быть синхронизированы с точностью до 5 минут. Если часы Седрика, волшебника или дракона будут расходиться сильнее, то все, магия просто не сработает. Так в чем же дело? А это на самом деле гениально просто. У каждого билета, который выдает волшебник, есть, скажем так, срок годности. Если разбойник-хакер его и украдет, то воспользоваться им он сможет всего несколько минут, а потом все, билет превращается буквально в пыль. Это синхронизация по времени — мощнейшая защита от так называемых атак повтора. Итак, у Седрика на руках золотой конверт, который доказывает, кто он такой. Но теперь ему нужен специальный целевой пропуск, чтобы попасть именно к дракону. Процесс, на удивление, простой. Седрик снова обращается к волшебнику, показывает свой золотой конверт и говорит: «Мне нужно к дракону Сервусу». И на основе этого волшебник тут же создает новый, уже целевой пропуск. Вот этот новый пропуск, билет в пещеру, зашифрован особым образом. Для него используется секрет, известный только двоим во всем королевстве — волшебнику Кедеку и дракону Сервусу. Сам Седрик даже не может его прочитать, он просто носитель этого запечатанного сообщения. И снова давайте свяжем нашу сказку с реальностью.
Вот этот шаг, когда Седрик обменивает свой общий пропуск TGT на специальный билет к дракону, называется запросом на получение служебного билета, или, если коротко, TGS REQ. Вооружившись специальным билетом, сэр Седрик наконец-то добирается до пещеры дракона. Наступает тот самый момент истины. И вот он, ключевой момент всей этой истории. Седрик стоит перед драконом, но он не кричит свой пароль через весь лес. Он его вообще не использует. Все, что он делает, это молча протягивает запечатанный билет, полученный от волшебника. Дракон берет билет. Он тут же узнает магическую печать своего старого друга Кедека. Он может сам, без чьей-либо помощи, проверить подлинность этого билета. И, убедившись, что все в порядке, он понимает, перед ним тот, кому можно доверять. А как он это делает? У дракона есть свой собственный секретный ключ, которым он, словно отмычкой, вскрывает замок на билете. Внутри он видит имя Седрика и метку времени, проверяет, что билет не просрочен, и распахивает врата в свою пещеру. Аутентификация успешно завершена. Ну вот, наша сказка и подошла к концу. А теперь давайте раскроем главную тайну. Кто же есть кто в этой истории про трехголового хранителя? Ну что ж, я думаю, все уже догадались, сэр Седрик — это, конечно, мы с вами, обычный пользователь или клиент. Могущественный волшебник Кедрек — это и есть центральный сервер Керберус, его еще называют Центр распределения ключей или KDC. Ну а дракон Сервус — а это абсолютно любой сервис, куда нам нужен доступ, будь то файловый сервер, почта или какой-нибудь внутренний сайт компании. Так какие же главные уроки из этой сказки? Первое и самое главное. Главный секрет, пароль, никогда не путешествует по сети в открытом виде. Второе. Есть центральный арбитр, волшебник, которому все доверяют. Третье. Доступ всегда временный и для конкретной цели. И четвертое, что очень важно, точное время – залог безопасности всей системы. Керберус — это лишь один из многих таких вот невидимых стражей, которые работают за кулисами, пока мы просто вводим логин и пароль. Эта история, мне кажется, блестяще показывает, как одна элегантная идея может решить сложнейшую проблему безопасности. А ведь и правда, стоит задуматься, какие еще тайные протоколы и алгоритмы оберегают нас каждый божий день.